Мы находимся на одной из удивительных крыш города Аллахабада, в месте, которое называется Дашамед-и-Гат, а сейчас это санскритский институт, санскритская школа, где живут студенты. Здесь рядом дворец одного из махараджей, и Дашамед-и-Гат, вероятно, махарадж был очень разумным, что он построил себе дворец вместе Дашамед-и-Гата. Вот видите, вот этот храм – это место, где сам Господь Брахма в незапамятные времена совершил 10 великих жертвоприношений и установил Шива-лингам. Видите, яги-кунды – место, где дым, там проходят яги. Только что брахманы закончили ягию, и вот этот трезубец, на котором написаны Веды, символизирует особое святое место. Вообще Праяг – это царь всех святых мест. Но мы находимся в особом месте, потому что Дашамед-и-Гат расположен с храмом Вени-Мадава. Вени-Мадав – это Иштадев, поклоняемое божество Праяга, это божество Лакшми и Нараяны. Именно сюда пришел Шри-Чайтанья Махапрабху, и здесь неоднократно танцевал перед божеством Вени-Мадава, приходил сюда, в это место, чтобы поклониться Шива-лингам, который установил сам Господь Брахма. Поклоняемся Джай Махадев Ки Джай. Шоу. Древнее божество, как произошло какой-то случай, что кто-то сказал, что здесь не проявлен Господь, и божество раскололось. Один шивалингам установил сам Господь Брахма миллиарды лет тому назад, один шивалингам самопроявленный. Это мистический храм, и Шиве поклоняются водой и листьями бела. Видите, Шиву также зовут Ашутош. Ашутош тот, кто очень легко удовлетворим. Поэтому вода, листья бела – это то, что может удовлетворить Господа Шива. Это стопы Шри-Чайтанья Махапрабху. Обратите внимание, что они очень большого размера. Если сравнить их со стопой... Ага. Здесь имя Чайтанья Махапрабху. На хинте, видите, Махапрабху был метра. Махапрабху was very tall. Махапрабху был примерно где-то 2 роста, 2 метра 8 сантиметров. Поэтому отпечатки его стоп, которые остались здесь, очень большие. Примерно 52-56 размер стопы Шри-Чайтанья Махапрабху. Махапрабху. Footstep. Ну, естественно, who is this? Парвати? Парвати. Ага. Мать Парвати, Ганеша. И пойдемте, я покажу еще вам другие божества. Идите сюда, идите сюда. Поскольку Господь Брахма совершал здесь жертвоприношение, это Ягья Кунда. Здесь брахманы только что провели огненный обряд жертвоприношений, но вот еще теплые угли говорят о том, что здесь постоянно проходят жертвоприношения. Вообще считается, что Праяг – это особое место, где жертвоприношения моментально приносят результаты. И если в других индийских святых местах брахманы не совершаются, видите, сразу же, как только мы сказали о жертвоприношении, сразу же загорелся мистический огонь вновь. Агнидев, у него 7 языков пламени, обратите внимание, 7 языков. Как только мы сказали о том, что Праяг сразу же проявляет жертвоприношение, тут же из дыма появился огонь. И это говорит о том, что это место обладает особой мистической силой. Сказано, что здесь все жертвоприношения достигают своего результата. Но самое высшее жертвоприношение – это Хари Кришна Махамантра в Кали-югу, потому что настоящих браманов фактически уже не осталось. Но Махамантра может повторять любой человек, поэтому здесь всегда слышны святые имена, баджаны, прославление Господа. Махамантра звучит так: Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Все это святыня, но человек, который не обладает духовным сознанием, он может сказать: о, это просто камни лежат, это камни, а это просто обувь. Но это не просто обувь, это обувь пандитов, святых людей. Поклонение стопам – это часть индийской культуры. Поэтому вопрос веры, вопрос видения, духовного видения, а не материального. А мы сейчас идем в сторону Вену-Мадава, Мандира. Кам, Вену-Мадав. Пуджари рассказал нам историю, что здесь Господь Вени-Мадав.
Это божество Вишну Нараяна, Творца мира. Оно находится здесь, в Праяге, с незапамятных времен, многие сотни тысяч лет. И сам Господь Рамачандра приходил сюда, чтобы поклониться этому божеству. Также этому божеству поклонялись различные боги, которые не сходили в этот мир. Сам Господь Вени-Мадав присутствует здесь. И история рассказывает о том, что Чайтанья Махапрабху пришел сюда и 10 дней постоянно посещал божество Вени-Мадава. Он пел и танцевал Махамантру. Yes. Yes, yes. И Чайтанья Махапрабху сам лично пел и танцевал здесь. И с тех пор здесь проходит киртан. Киртаны, посвященные Вени-Мадаву, до сих пор проходят. Люди поклоняются божеству Харе Кришна. Как любая маха-тиртха, Праяг должен совмещать в себе все духовные концепции. Они как будто бы различные представительства или посольства присутствует здесь. Поэтому Господь Джаганнат тоже присутствует здесь, в Праяге, проявлен в своей прекрасной форме. И Господу Джаганнату с любовью поклоняются здесь преданные. Господь Джаганнат является здесь в особой трансцендентной форме, и Он также присутствует в Праяге. Поэтому все тиртхи, они связаны, все святые места, они связаны между собой. Джаганнатха-Пури, Вриндаван, Праяг, Навадвип. Они связаны не только с священными реками и Господом Кришны, но также мистическими связями. Мы идем дальше. Это такой легкий освежитель рта, очень приятные специи. Они говорят, что вот это самый лучший, best shop, Аллахабад the best shop, самый лучший магазин в Аллахабаде. Естественно, в районе, где находится божество Вени-Мадава, и столько множества храмов, должно быть все особое. А вот в этом очень простом магазине шьют одежды для божеств, для храма Вени-Мадава. Very happy to meet you. Это портной, который шьет одежды для божеств. Видите, как в Индии целая улица, все торговцы, все работники имеют какое-то свое непосредственное служение божеству. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Very happy to meet you. Так что божественный партнер. Thank you, sir. Let's go. Мы находимся в одном из древнейших городов Индии, Праяге, который называется Аллахабад, город Бога. Но название Аллахабад появилось всего лишь 500 лет тому назад, когда император Акбар завоевал эти места. Здесь божественное сочетается с бытом. Мы находимся у ювелирного магазина, и здесь древнейший храм Шивы, Шивалингам. Мы видим эти изваяния, которым тысячелетия, но он находится прямо рядом с древней ювелирной лавкой. По традиции, все, конечно, ювелирные магазины крутые, охраняют. Сюда свет, пожалуйста, охранники с оружием. Харе Кришна. Видите, вам покажут обязательно ножные браслеты. Такие ножные колокольчики и браслеты традиционно носят тысячелетиями женщины и мужчины. И дизайны фактически не изменились. Им много-много десятков тысяч лет. Very beautiful, very beautiful. Impressed with your shop. Yes. Ага. Yes. Девушка могла носить такой прекрасный ремень. Very nice, very beautiful. Thank you very much. We're very much impressed with your shop. We hope thousands of people know about your shop. Thank you. Hare Krishna, Jai Veni-Madav. В Аллахабаде вам будут делать чашку кофе и воспевать святые имена Нараяны. Обратите внимание, что очень форматный кофемастер, и я уверен, что чашка кофе со святыми именами Нараяны должна вставлять вообще человека на совершенно другом уровне, потому что тонкая энергетика воспевания святых имен из сердца в сердце передается. То, что делается для Господа и преданно, с любовью, всегда несет потрясающую энергетику. В этом есть суть прасада.
Поэтому мы ждем с нетерпением этого мистического кофе. В чем находится секрет? Что человек с любовью может одухотворить своим трудом, своим присутствием даже неодушевленные предметы. Поэтому, как правило, божествам кофе не предлагается. Но преданные иногда его пьют. Но если человек делает его с любовью, это становится чем-то невероятным, просадом. Потрясающая капучино. Он еще поет на Райана при этом. Просто удивительно. He's the expert. Expert. Sir, your Prakash Gupta. Very good, very good. You're very expert at making coffee. Я помню, в детстве приходил каждый день и ложкой долго перемалывал сахар с кофе. Это особый секрет. Видите, какие потрясающие, улыбающиеся лица, каким мастерством индустрии могут делать самые простые и обычные вещи. Да, чувствуется, что VIP идет такая тема. Посмотрите, сколько лет. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Баба! Харе Бо!